Значит, недавно Лукашенко узбеков позвал. Ну, говорит, нам нужны работники. Говорит, узбеки. Ну и, соответственно, при- приехали узбеки, стали работать, но что-то пошло не так. Вот как бы поклонники свободной Беларуси, ну, оппозиционной Беларуси, в общем-то, ролик состряпали. Давайте посмотрим. Зарплата всего $500. Узбекские мигранты, которых торжественно привезли на Витебщину, спустя 2 дня стали проситься домой. 13 июля в Беларусь прилетел самолет с 255 работниками из Узбекистана. Их встретили с хлебом, солью и баяном. Мигрантам обещали приличную зарплату от 900 до $1000 и хорошие условия проживания. Но что-то пошло не так. Уже спустя 2 дня узбеки записали видеообращение к своим чиновникам. Они рассказали, что общага, которую им дали, в очень плохом состоянии. Есть проблемы и по зарплате. На месте им предложили не $1000, а всего 500. Добывать еду гостям сказали самостоятельно. По подсчетам узбеков, в итоге у них будет оставаться всего $200, а за такие деньги работать за границей нет смысла. Мигранты попросили главу Андижанской области вернуть их домой. Узбеков привезли в Беларусь по пилотному проекту. Планировалось, что по этой программе в белорусском сельском хозяйстве устроят 5000 граждан Узбекистана, а Лукашенко предложил заселить узбеками еще и Могилевщину. Власти Узбекистана пообещали как-то решить проблемы мигрантов и могут найти другую работу в Беларуси, где зарплата будет устраивать. Угу. То есть узбеки пожаловались своим, а те говорят, ну мы вам поможем найти другую работу в Беларуси, и будет все хорошо, то есть зарплата будет устраивать. Интересно, что эта вот новость давно обсуждается, уже несколько дней, но вот сегодня сообщили, что сейчас нам платят по $700 зарплаты. Это этот, который узбек, который записывал видео, да, вызвавшее скандал. Значит, он новое записал видео, и старое всем сказал удалить. Да. В узбекском телеграм-канале Мусафер Лар появилось видео одного из мужчин, который приехал по этой программе в Беларусь и называет себя автором видео, на котором выражает недовольство условиями труда и призывает всех его немедленно отовсюду удалить, потому что теперь уже все хорошо. Вообще, конечно, непонятная ситуация. Ее я предлагаю обсудить вместе с белорусским экспертом Юрием Воскресенским. Он на связи. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Рад вас видеть и слышать. Да, давайте немного пошумим на эту тему. Тема достаточно шумная. Причем даже вы попали в оборот, потому что, комментируя, собственно, вот этот, как бы, любовь Лукашенко к узбекским мигрантам, ну, вместе с, скажем так, ресурсами Беларуси, ну, вызывайте, когда Озаренок призывает Коран читать, это вызывает у всех, как бы, определенные, ну, странные выводы. Ну и шквал критики тоже в ваш адрес. Что это за история с узбекскими мигрантами? Сколько здесь правды, сколько здесь лжи, чем они недовольны? Действительно ли, как бы, пообещали одно, а потом не заплатили? Ну, я хочу сказать, что 9 июля, во время визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в Беларуси была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Теперь это наша надежная опора в Средней, или, как они любят говорить, Центральной Азии, а мы их опора в вот этой европейской части ЕАЭС. Вообще проблема возникла, еще до этого, вы помните, президент Беларуси приглашал и пакистанцев на отдельные предприятия. Возникла вообще проблема в связи с общим тотальным трендом сокращения населения. Перестают рожать не только в Республике Беларусь или воюющей Украине, это понятно. Перестают рожать и в Российской Федерации, и в Китайской Народной Республике. И нам, извините, нужны люди, нужны трудовые ресурсы, которые будут укладывать плитку, колоть уколы, смотреть, извините, за коровами и выпас организовывать. Это не можно заместить искусственным интеллектом или какой-то оптимизацией производственных сил.
Но сама проблема, вот я хочу, чтобы наши уважаемые зрители и вы, Александр, поняли, что она высосана из пальцев. Почему? Потому что надо за что-то хоть найти, за что укусить Лукашенко. Потому что, например, вы помните, как год назад рассказывали, как пакистанские орды и полчища, да, заполнят Беларусь. Докладываю на сегодняшний день информация официальная от министра внутренних дел Республики Беларусь. На май 2026 года в Республике Беларусь официально находится 324 гражданина Пакистана. Ну, тысячи, наверное. 320? Нет. Нет. 3 сотни человек. Та же история с узбеками. Причем поразительно, что в авангарде тех, кто начали нас рвать на куски, а мы, в общем-то, сказали вполне определенные вещи. Ребята и девчата, если мы не будем рожать, ну, значит, через некоторое время мы станем чуть-чуть, как я сказал, загорелыми и с раскосыми глазами. Ну, это же очевидно. Та же история будет и в России, и в Беларуси. Но если поразительно, что в авангарде этого всего стали ура-патриотические российские ресурсы. Дело в том, что если мы берем сейчас вот официальную, опять-таки, используя вот главный тезис «факты на стол» президента Лукашенко, и берем официальную даже статистику Российской Федерации, вот как заявил председатель, глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев, на 25 год 2 миллиона человек, граждан Узбекистана, работают в Российской Федерации. 2 миллиона человек. Есть еще одно заявление о количестве выданных паспортов за путинские четверть века. И оказывается, гражданам Узбекистана было выдано около миллиона человек. Итого мы имеем 3 миллиона человек, граждан Узбекистана в Российской Федерации. Причем они очень достаточно хорошо трудятся, они не пьющие, они не часто попадают, скажем так, в сводки криминальные. Вот. И, в общем-то, и работодатели ими довольны. Скажите, Поэтому, почему то есть обещают... вам, почему понимаете, 3 обещают... миллиона можно, Почему? а нам Не, нельзя смотрите, 300 привезти. Дело не в том, что можно или нельзя. Почему на деньги кидают? И что произошло с этими записывавшими видео рабочими? Я хочу сказать, что вот очень важный момент. В отличие от Российской Федерации, где завозят рабочую силу корпорации, прежде всего строительные, да, и коммунальные, а там частная сфера очень развита, да, в коммунальном секторе. У нас такого нет. У нас на 95% она государственная. У нас даются заявки, то есть руководитель предприятия дает заявку на количество трудовых ресурсов. Эта заявка размещается в каждой стране, не только в Узбекистане, и в России, в Таджикистане, в Туркменистане, в Грузии. У нас есть иммигранты со всех стран. Потом они под эту заявку привозятся, находятся в общежитии под контролем милиции. И прежде чем я перейду к этому частному случаю, всего, например, за 2025 год в Республику Беларусь заехало 46 тысяч мигрантов. Вы сравните с 3 миллионами узбеков в Российской Федерации. Всего 46 тысяч. При этом выехало 24 тысячи мигрантов. Теперь, что касается этих узбеков. Слушайте, прилетело 255 человек. Вот разрешите нам пригласить вот эти 255 или даже 2255 человек в Республику Беларусь. Особенно в Витебскую область, где мы готовы передать им развивать там 7 достаточно отсталых районов Витебской области, где просто население все уехало на заработки в Россию. И из этих 255 человек 5 человек записали видео. Потому что вчера они действительно одну ночь, просто одну ночь провели
в условиях, ожидая распределения в общежитие. Сейчас эти же самые люди записали другое видео, они уже в нормальных общежитиях. По поводу зарплаты, как обещали, от $500, так значит, мы предлагаем, но конкретно эта партия устроилась там на сумму порядка $700 США. Это неплохие деньги для жителей окраин Узбекистана. Понятно, не для Ташкента. В Ташкенте такая зарплата, она примерно такая же, как в Минске. А местами даже в Москве. Ну, по крайней мере, я видел сюжет Жанны Бадоевой, да, из Ташкента. И она у какого-то спрашивала таксиста с Яндекс.Вип. Так этот таксист говорит, ну, обычные таксисты у нас зарабатывают $1000, а вот те, кто в випке, $2000. Понимаете? Так кто куда еще поедет? Но касаемо этой партии, от 5 человек ситуация быстро урегулировала стала, и все. В общем-то, вопрос не стоит выеденного яйца. Потому что те, кто начали нас обвинять в кишлакизации республики, они почему-то не да, кишлакизация. Да, они потому что почему-то не посмотрели, что сейчас происходит в Москве. Так лучше, чем искать соринку в чужом глазу, может, на бревно посмотреть? Сегодня у Зеленского праздник, мы об этом шумим сегодня. Он его придумал, День украинской государственности учредил, и первый орден Европы Урсуле выписал, да? Первый, исторический. Юрий, сегодня пришла новость о том, что продлили украинцам беженство, которое в Европе, до 28 года. А новых претендентов на вот эти программу, да, поддержки, теперь будут проверять, есть ли у них штамп от пограничной службы, законно ли они выехали, и вообще, как у них обстоят дела с воинским учетом. На фоне вот этой темы, безусловно, острой борьбы за людей, за трудовые ресурсы, за вот эта тема мигрантская в Украине тоже острая. Индусы, да, бангладешцы. Почему так себя ведет Европа? И следующий шаг, насколько я понимаю, это пересмотр уже выданных программ о беженстве, соответственно, выталкивание из Европы украинцев. Я думаю, что мы в субботу в рамках нашего планового стрима поговорим еще более подробно. Но вкратце говоря, абсолютно очевидно, что Украине не хватает ресурсов, а продержаться еще пару лет надо. Потому что Европе надо закончить кое-какие дела. Насытить склады, провести программу перевооружения, провести через парламенты соответствующее увеличение финансирования на военные расходы. Они пока не готовы к открытой войне с Российской Федерацией. Им еще надо еще больше ослабить, Российскую Федерацию за счет страны дрона, за счет украинцев. Поэтому они их и кидают на убой. Даже вот на этой встрече никто по-прежнему не говорит о мире. Ни один человек. Вот. А, например, вот сегодня был на встрече в посольстве России, Москва и Пекин сегодня отмечают 25-летие важного договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Кстати, те, кто нас пугают о том, что Китай потом пойдет на ослабленную Россию, должны знать, что китайцы свято чтят договора. Так вот, согласно этому договору, у нас полностью демаркирована вся граница, у нас это у Российской Федерации с Китаем, и нет никаких абсолютно территориальных претензий. У нас все зафиксировано в договорах. Говорю у нас, потому что в этом случае говорю в качестве участника союзного государства, как Республики Беларусь. Так вот, на этой встрече, кстати, рекомендую, журнал хороший, тут и статья Бориса Вячеславовича Грызлова и Джан Ванчуаня, послов России и Китая, соответственно, в Беларуси. Вот все обсуждали, послы, все говорили о мире. На неформальных беседах мы сидели там на скамеечке, за столиками, все. Но не было ни одного представителя посольств стран Запада. И вот все люди, все посол там Боливии, Бразилии, КНДР, все думали, слушайте, надо а как вы считаете, а как это прекратить?
А как, значит, сделать так, чтобы вы друг другу не воевали с украинцами? А посмотрите, какой контраст с западными представителями. Мы дадим вам больше танков, больше дронов. Сейчас антибаллистическая коалиция. Мы вам, значит, дадим живую силу вашу, выгнав ее из Европейского Союза. Никто не говорит ни о причинах конфликта, ни о том, значит, что надо его как-то вообще-то завершать, по идее и по логике. Никто из европейцев это не говорит. Поэтому они принимают такое решение исключительно с целью, чтобы война продолжалась. Тем более, что практически все предварительные бюджеты на 27 год сверстаны, а некоторые до 30-го. И слюни текут. Слюни текут. Ну, смотрите, Тутси Пхуту может еще одно, собственно, племя присоединиться, потому что сегодня, да, белорусское племя. Почему? Потому что сегодня, значит, был удар по заправке. Это Малин, Житомирская область, 200 километров плюс-минус от границы с Россией. Уничтожается автозаправка. Ну, то есть к уничтожением заправок уже все, в принципе, поняли, все, ну, в общем, Зеленский-то как бы напросился на это. И, в общем, эта череда ближе, конечно, к фронту, но это было очень далеко. И тут выходит советник, пока еще, или как, ИО министра обороны Флеша, и говорит о том, что сегодня, вероятно, вновь использовала Россия ретрансляторы в Беларуси для того, чтобы управлять дроном, атаковавшим заправку в Житомирской области. Не является ли подобная, ну, давайте так, кампания против Беларуси, ну, новым витком? Ну, а чего? Смотрите, в Иране, да, вот новый виток, ну, то есть с Беларусью теперь опять как бы ретрансляторы вспомнили. Слушайте, нам давно здесь все очевидно. И то, что какой-то деятель с криминальной кличкой Флэш, у них заметили какие-то все позывные или погонялы, уже даже фамилии не называют, говорит о том, что используются наши ретрансляторы и опять как-то угрожают Беларуси, нам абсолютно все равно. Кстати, вот тут очень интересный момент, параллель с мигрантами. Извините, что отвлеку, но вот те же сеточки якобы пророссийских патриотов с израильскими фамилиями, которые обвиняли, что Лукашенко побежал и снял все ретрансляторы, что потом опроверг и Сырский, и вот сейчас Флэш опроверг, они также напали на нас за эти несколько сот узбекских мигрантов. Вот, это очень интересный момент. Для чего они так делают и раскачивают русско-белорусское единство? Так вот, касаемо Флэшу и так далее. Помните, я вам говорил, что после визита президента, а он направился первым делом на Валдай, вторым делом к председателю Китайской Народной Республики, потом уже была Индонезия, Мьянма, мы стали чувствовать себя гораздо увереннее. Нам плевать на Флэша, Трэша, Сырского, да кого угодно. Как мы помогали российской армии, так и будем помогать. Как мы были трудовым фронтом для российского ВПК, так мы и будем трудовым фронтом. Мы прекрасно понимаем, что они нас хотят втянуть. Поэтому мы оттягиваем время. Поэтому взаимное поздравление, допустим, Трампа или прием от него запонок, да, вы же поймите, это стратегический ход для того, чтобы оттянуть время, чтобы нам подготовить, успеть еще больше резервов. Потому что армия у нас маленькая, 60 тысяч человек, а резерва 350 тысяч. Мы хотим довести его хотя бы до 500 тысяч, чтобы как минимум 500 000 граждан сходу сразу же с оружием встали на защиту государства. Но теперь... Самое интересное, что эскалация с украинской стороны ждет военно-политическое руководство России. Потому что в случае такой агрессии будет открыт
дополнительный участок фронта. Я уверен, что в ближайшее время будет открыт Брянский участок, но почему бы не открыть и, скажем так, Гомельско-Черниговский участок в районе Новой Гуты. Это же самая большая дорога прямая дорога до Киева и плюс дорога Ковель-Киев. Она тоже возьмется под огневой контроль. Так что если кто-то хочет помериться чем-то, то пусть рискнет здоровьем. Но мы-то уже знаем, что в колоде почти ничего не осталось. Перемога Зеленского, она действительно местами есть. Ну, если мы берем вот последние удары по Азовскому морю, ограничение судоходства, ну, действительно, чуть-чуть небольшое, так скажем так, продвижение есть. Мягко говоря, небольшое. 100 судов, да, если верить источникам. Но стратегически это ни на что не влияет. И карт у этого Джокера, как о нем написал Кость Бондаренко, наверное, из карт только Джокеры и остались. Давать свое оружие, да, значит, как всегда делать барыши, как они делали на Первой и Второй мировой войне. Но в этом случае самой пострадавшей будет украинская сторона, потому что напора с этого севера они не выдержат. Они не выдержат. Поэтому мы сейчас спокойно, расслабленно ведем себя. Вы видите, ретрансляторы работают, как не говорили, что ой, белорусы там испугались. Нет. Все программы военные реализуются, вся техника модернизируется, новые самолеты российские военно-космические войска поставляют нам, мы обновляем свой авиационный парк, мы запасаемся дронами, так что намерений у нас никаких нет злых. Мы, наоборот, призываем украинскую сторону одуматься и хотя бы обсудить причины, к чему все привело и как мы будем выходить из кризиса. Потому что, ну, дураку, даже такому, как, допустим, Сибига, должно быть понятно, что у тебя 1500 километров сухопутной границы, вообще границы 1002, но сухопутной 1500 километров с Россией. И 1084 километра границы с Беларусью. Совокупно эта граница составляет почти 50% государственной границы Украины. Глобус ты никуда не перевернешь. Мы вместе будем жить. Так давайте поговорим, как мы будем жить. Вместо... Так, понимаете, эти разговоры это вообще не модно. Давайте еще коротко обсудим, скажем так, ну, Дональда Федоровича нашего. В интернете гуляет потрясающий мем, значит, о том, как воюет, как себя ведет Трамп. Ну, вот так это и выглядит. Такое колесо, бомбить Иран, падают акции, покупаем акции, анонсируешь мир, растут акции, фиксируем прибыль, и как бы нормально. И можно так вообще крутить эту шарманку вечно, что, в принципе, Дональд и делает. Но если бы не было конкретных ударов, вот, например, удар, увидите, сильнейший удар по самому крупному нефтехранилищу, пожарище лютое просто. Иран бьет, говорит, мы от меморандума отказываемся, он нам не нужен, этот меморандум, потому что переговоры, конечно, ведутся, там и в Европе была встреча и так далее, но тем не менее. Для тех, кто посмеивался об ударах Ирана противокорабельными ракетами в Ормузском проливе, сегодня уже не смеется, потому что вот такое видео появляется. Абсолютно понятно. Затонувший танкер, прям весь почти полностью под водой, был поражен именно иранцами. Вместе с этим Трамп то хочет, то не хочет вводить плату за Ормуз, то он отказывается от этой идеи, потом он к ней опять возвращается. И вообще странное поведение Трампа может объясняться только лишь новой вышедшей монетой. Сегодня звонкой монетой, я бы сказал. Сегодня Минфин представил в честь 250-летия Америки монету номиналом $1.
доллар из чистого золота и изображением Трампа. По словам Бессента, министра финансов, эта монета символизирует свободу, патриотизм, американские ценности и стремление сохранять независимость для будущих поколений. Ну а разного рода аналитики в интернете чувствуют, что здесь какой-то заговор. Заговор. Давайте послушаем. Все, что сейчас происходит, и все, что будет происходить вот в этой войне, большое, это делается всего лишь для одного единственного. Нужно перезапустить мировую экономику. Они об этом уже давным-давно все договорились. И Путин, и Трамп на связи. Они все заодно. Они все друг с другом общаются. У них у всех есть общие интересы. Не думайте, что каждая страна идет в своем направлении и просто где-то иногда вынуждена считаться с какими-то уступками и так далее. Нет, они все идут рука об руку, они делают одну политику. Доказательством этом, кстати, очень легко служит ковид. Посмотрите, как быстро они сгруппировались и сделали одинаковые, абсолютно идентичные, в общем-то, сотворили на своих территориях репрессии. Очень интересно, как это все работало, как это все внедрялось. Люди уже это забыли, у людей очень короткая память. У людей, правда, очень короткая память, и люди действительно уже забыли. Ну, Трамп всем напоминает, что Путин хочет закончить войну, что он хочет закончить войну. Сегодня вообще появилась история, что до конца срока Трампа будет. Вот как Трамп отвечает на вопрос журналистов. Нет, это не Трамп отвечает. Вот Трамп отвечает на вопрос журналистов. Верите ли вы в то, что война между Россией и Украиной закончится во время вашего президентского срока? Да. Честно говоря, я думал, что она закончится гораздо раньше. Так что мешает? Я думал, что закончить ее будет легче всего, потому что у меня хорошие отношения с обоими лидерами. Казалось, что будет легче легкого. Что вы сказали об этом российскому президенту Путину? Я всегда говорю ему одно и то же. В детали вдаваться не стану. Но в целом говорю так. Владимир, пора остановиться. Этой войне пора подойти к концу. А он что? Думаю, он готов заключить сделку. Когда? Скоро. Но для танго нужны двое. Что касается него, думаю, он готов. Путин готов. Для танго нужны двое. Но, собственно, Трамп выходит плохой, который опять вернул вот эту свою риторику и снова, получается, прямо о Зеленском не говорит, но как бы намекает. Что вы думаете по поводу сегодняшних заявлений Трампа, по поводу российско-украинской войны? Ну и о колесе удачи Трампа на фондовых рынках в Иране. Ну, так это же колесо удачи подтвердили открытые источники, да, которые подтвердили о том, что состояние его семьи выросло на несколько миллиардов долларов только за год. То есть это не наше предположение, это объективные данные американских фискальных ведомств. Поэтому по колесу истории это все понятно. Трамп – это биржевой мошенник, и он использует эти все трагедии, к сожалению, гибнут же люди простые, он использует со своей семейкой это для обогащения. Мы все это прекрасно понимаем. Но нам так же, как и Российской Федерации, приходится иметь с ним дело, потому что, собственно говоря, он сейчас является президентом Соединенных Штатов. Это первое. Второе, по поводу его заявления, то, что вот-вот что-то скоро закончится, скоро подпишется. Наверное, здесь есть солидарное мнение всех экспертов о том, что если Трамп не выполнил свое это обещание за 24 часа, как он обещал, почему он выполнит его за, например, 2 года? Это невозможно по определению, потому что не будут устранены причины. Допустим, какую-то бумажку подпишут. Но цена подписания бумажки с американцами и вообще с коллективным Западом, она ничтожна. Мы это увидели по меморандуму, подписанному США с Ираном, где были нарушены все пункты, кроме 2. Сразу же, причем в течение нескольких дней. Поэтому вообще, с моей точки зрения, это абсолютно дурацкая мысль, которую надо изгонять из голов наших дипломатов, подписать какую-то бумажку с американцами или Западом. Для чего? Зачем? Вот почему мы должны что-то подписывать?
Давайте жить, значит, по своим установкам, давайте добиваться реализации целей СВО. Все. Если кто-то хочет с нами дружить, давайте дружить. Если кто-то не хочет с нами дружить, давайте не дружить. Зачем что-то подписывать, марать бумагу, тратить деньги налогоплательщиков, если это все равно фикция? Нам американцы, спасибо Трампу, показали, что их слова, их договоренности ничего не значат. Вот за это действительно можно Трампа поблагодарить, потому что он так вот в такой откровенно безобразной, беспредельной манере показал, чего стоит международное право в случае, если приходится, допустим, совершенно другой человек на должность и говорит: а мне все равно, что вы тут подписывали. Или а мне все равно, что мы обещали там не расширяться на восток. Поэтому, значит, кто-то скажет: так что, нет никакого выхода? Ну почему нет? Рано или поздно пройдет еще некоторое время, поубиваем еще 1100 людей. Это же ужас. Подождите. Как? Ужас, но рано или поздно украинский политический класс захочет без посредников напрямую общаться со стороной конфликта, да, или с своими соседями. И мне кажется, это когда вот такое желание будет, хотя бы среди журналистов. Помните, телемост был? Донахью и Молчанов. Может, даже из этих журналистов кто-то изъявит такое желание провести телемост, обменяться мнением. Вот это и будет какой-то проблеск. А заявление Трампа или Урсулы, или там других каких-то Макрона, европейских политиков, они ни о чем. Во-первых, не будут исполняться они, а во-вторых, они не устранят причины СВО. Знаете, сегодня разошлось видео, такое тоже интересное. Значит, давайте посмотрим. Комаровский, доктор Комаровский, пришел к жене Гордона на интервью. И они там рассуждали о Трампе. Вы бы хотели попить водки с Трампом? Вот так вот сесть с ним, посидеть? Нет, он больной человек сильно не хотел бы, однозначно. Вот с чем он мне совершенно не интересен. Совершенно. Во-первых, потому что, понимаешь, когда с кем-то мужики пьют водку, водка же это способ, для меня, по крайней мере, да, это встретиться с друзьями, выпить немного, чтобы языки развязались и поговорить по душам, да. С Трампом, я точно могу сказать, по душам поговорить нельзя. С Трампом вообще нельзя поговорить, потому что говорит только Трамп. Понимаешь? То есть, слушать Трампа мне не интересно. А он, именно это же один из признаков вот его болезни, в том, что он, это вот специфический эгоцентризм. Он типичен для деменции в таком возрасте, когда человек видит свою непогрешимость. Более того, любое несогласие с собой воспринимает как оскорбление. Более того, готов, оскорбили, развернись, уйди. Нет, это будет, это вот эта злопамятность, возможность мстить, понимаешь, и так далее. То есть это человек упивается этим, как любой человек, как это круто, да, ощущать себя лидером самой могущественной державы мира. Знать, что за твоей спиной действительно не показушная, а действительно армия номер один. Понимаешь, знать, какие у тебя огромные возможности. Знать, что просто подмигнув своим друзьям, ты только на крипте заработал за полгода $1 миллиард. Только это. И о чем я буду с ним разговаривать? О чем? О том, что мне нужны там деньги для моего проекта, там надо, мне там 1200 дайте, у меня классный проект в голове. А он говорит: подожди, да у меня на туалетную бумагу в больный зал столько уходит. Понимаешь? Поэтому о чем я буду с ним разговаривать? О чем, Олеська? Олеся смеется, конечно, Олесе смешно. Вот такого мнения Комаровский о Трампе. Говорит, злопамятный, такой весь непонятный, очень нарциссичен, влюблен в себя. А Воскресенский бы попил водки с Трампом? Если бы на кону стояло подписание какой-то декларации, которая действительно бы исполнилась, если бы это привело на шажок к миру, я бы попил водки даже с Будановым. Понимаете? Поэтому наш президент использует все возможности, все контакты, за что его иногда почему-то критикуют свои же, да, я называю это огонь по своим, для того, чтобы попытаться чтобы этот пожар еще больше не захлестнул другие регионы, в том числе Республику Беларусь. Поэтому, конечно, попил бы. Но
Здесь хоть это гордониха, хоть впервые уже сиськи закрыла. Помните, я ее критиковал? Уже ж хоть нормальная кофта какая-то, потому что этот трэш-блогер Гордон, он кроме таких забойных заголовков, он еще походу свою жену продает в эфирах. Вот, поэтому, конечно, надо со всеми разговаривать, надо со всеми говорить, надо обсуждать, сверять часы, но надо понимать, что почему-то вот все время с одной из сторон все время обманывают нас. Вот почему-то это у них в такой традиции. Вот, ну а касаемо еще раз, возвращаясь к узбекам, люди добрые, ну дайте нам взять нанять эти 100 тысяч человек нам нужны. Мы приглашаем и узбеков, и киргизов, и украинцев, и армян, и молдаван, и латвийцев. Но кто приезжает, того и берем. Дайте нам это наше суверенное право заменить эти, так сказать, заместить эти вакансии. И вот что, дорогие друзья, еще нам и не хватало каких-то разборок по национальному, значит, признаку, особенно в многонациональной России. Понимаете, это методичка англосаксов. Вы не волнуйтесь, мы со всеми мигрантами разберемся. Вы видели, как оперативно отреагировали? Одно видео. Суток не прошло, эти же самые уже говорят, все хорошо. А в третьем видео еще и извиняться будут, как у Кадырова. Так что не волнуйтесь, у нас все по контролям. И как во Львове, кричать «Слава ТЦК». Да, знаем эти методы. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Пошумели немножко, да, с ним. В этот поздний час. Спасибо большое. И до новых встреч. Друзья, мы же двигаемся дальше. И вот по поводу, там, как Юрий говорит, обманывают. Да, обманывают. Обманывают, причем делают это мега специфическим образом, что некоторые люди даже уже немножко посмеиваются над этим. Если, как бы честно, я даже такого и не ожидал на самом деле, но зарегистрировали торговую марку в России. Называется «Дух Анкориджа». Представляете? Дух Анкориджа. Теперь там воды всякие, парфюмы, что-то вот такое, ароматизаторы. Ну, это, конечно, нечто. Вот это торговая марка, сегодня сообщили, передали товарный знак, точнее, если так быть корректным. И, в общем, его хотят регистрировать. Планируются одеколоны, восковые расплавы. Заявка на регистрацию подана от 10 числа этого года, этого месяца. Дух Анкориджа теперь появится. Предприниматели везде, собственно, найдут свое. И интересно, сколько стоит, да, дух Анкориджа той или иной линейки товаров. Ну а то, что в Украине свой дух и никак не выветрится, это дух именно проблем с россиянами и всем российским. Пышный сегодня оправдался, говорит, мы презентовали банкноту с Василием Стусом, это 2000 гривен, а там проблемы со шрифтом были. Значит, там обратили внимание, что стилистика каллиграфии и номинала связана с адаптацией шрифта. В свое время российская дизайнерша это сделала. Ну и по словам главы Нацбанка целого, говорит, юридических нарушений нет, но мы видим, единственное правильное решение – это взять и изменить этот шрифт. Что делать уже с 2000-ками, заверяют, вроде как проблем не будет. Но там же и тысячи, которых там 500, по-моему, тысяч напечатано. Что с ними делать, вообще никто не понимает. Поэтому, собственно, все влетит, соответственно, в копеечку. Между прочим, в копеечку влетает в Украине сейчас все. Все от слова совсем. И уже конкретно люди бунтуют. В Киеве подорожал транспорт. Был 8 гривен, стал 30 гривен. И это серьезно ударило и по наполненности маршрутов, ну і по київлянам. Чи мені хліба купити, чи мені проїхатися в метро?
ну, мені прийдеться відмовитись від транспорту і використовувати, я не знаю, велосипед. З мене в сім'ї, ми не знаємо, що робити, чесно. Тому що нас зовнішній ворог бомбить чуть ли не кожну ніч. Ще нас міська влада хоче залишити без засобів до існування, тому що продукти дуже дорогі, комуналка дуже дорога і проїзд буде дорогий. Як ми будемо до роботи доїжджати? Трошки не актуально. Це просто жах. Я вже багато років живу за кордоном, що я от порахувала ці 30 гривень, це 0,6 центів. В Європі це коштує 1,5, але зарплати там мінімум 1000 євро. В Україні це майже середній клас, коли вони мають 10-20 тисяч, це не порівняти. Мерія бачила, що в нас проблема з транспортом. Так навіщо нам ті парки, в які вкладемо ми дуже великі гроші, і ми не можемо їх цих перенаправити в транспорт. Це саме більше турбує, тому що воно нераціонально використовує гроші. В принципі, ми знаємо, що все дорожчає з часом. І виходити кожен раз і казати, що хай не дорожчає хліб, хай перукарські послуги будуть на тому ж рівні. Я вважаю, це неправильно. Правильно мати достойну зарплату, яка може окупити це все. Ну, це не подобство, це акція проти киян, проти українців. Це просто нема слів. Я думаю, що для половини киян це буде 10%, 10-15 сімейного бюджету. З огляду на решту цін це просто було б смішно, якби не було так. Ну и кадры, да, кадры с митинга, который был вчера. По этому поводу, в общем, митинг прошел и, в общем-то, и хорошо. Что по поводу вот этого подорожания, конкретно этого подорожания, да, говорит лучший оратор современности Виталий Кличко. Соціально незахищені верстви населення, пенсіонери, учні, військові. У нас майже кожен другий пасажир нашого міста – це пільговик. А держава не виконує компенсацію по пільговикам. Це велике навантаження, 12 мільярдів у нас нехватка речей, тобто бюджетування нашого міста 12 мільярдів збитковість транспортної галузі. Ми робимо все для того, щоб транспорт працював. Розуміємо, що підвищення – це не популярне рішення, але це вимушені кроки для того, щоб транспорт в місті Києві працював. Дороги були в нормальному стані. Сучасний транспорт, який потрібно, тому що амортизація є, закуповувався і надавав послуги киянам. Що стосується підвищення тарифу, я розумію, що обурення велике з 8 до 30, але я хотів би нагадати, що в місті Києві був найдешевший тариф. Ми в інших містах вже 30 гривень працює. Ми підняли до 30 гривень, але тим не менш він залишається дотаційним, тому що собівартість проїзду набагато більше. Робимо все, що в наших силах, але ключове завдання для того, щоб все працювало і враховуючи великий дефіцит. Ну, денег нет у страны. Денег нет. А у нас все ордена вешают, Федорова сбивают, Корецкого прочат в президенты через премьерское кресло. А люди, реально, это большая проблема. Вот такие тарифы получили с сегодняшнего дня в Киеве. Система скидок, смотрите. 30 гривен это до 10 поездок. Если там до 20, уже может быть там 28,90. Месячные проездные рекламируют. Мол, давайте, товарищи. Но это ведь только одна из таких проблем. Это ведь только одна. Главная эта проблема, это прежде всего война. Главная проблема – это прежде всего беспредел. Главная проблема – это все то, что воруется и растягивается. Сегодня похоронили, сообщили о том, что в Киевской области, в Калиновке, похоронили вот этих двух братьев, которые бойцы 155-й бригады по научению, наускиванию и по приказу фактически своего командира отправил на это дело. И на похоронах, представляете, тоже было много военных. Ну, то есть, вот эти кадры с похорон, ритуальные услуги. Смотрите, много военных. А в чем дело? Дело в том, что один из этих братьев служил и недавно уволился из ВСУ. Отец этих двоих, между прочим, в Харьковской области в 23 году погиб, подорвался на мине. Тоже военнослужащий. Військово-доземному Україні із
ми однією громадою проводжаємо в останній за них шлях наших земляків, братів Мосейчуків, які невинно загинули від рук катів, катів, які позбавили їх життя. Жителі села Калинівка, добрі, щирі, відповідальні і неймовірно людяні, такі були хлопці. Жодної, на них не було ніякої негативу. Тепер прошу всіх стати на коліна і провести їх в останній життєвий шлях. Церемония похорону буде в селі Калинівка. И на колени. И все стали на колени. Ну, то есть это уже такой, знаете, новый ритуал. На колени. Провожаем в последний путь. На колени. Ситуация с комбригами просто вопиющая. Просто ужасающая. Отдельные бригады превратились прям в ОПГ. И там тоже отмывают серьезные деньги. На том уровне, на котором могут. Вот рассказывают местному каналу, да, ТРОшник, ну, из тероборони. У нас приблизно 90% комбригів з підозрами. І приблизно 50 справ – це за виплату, там, де її не мало би бути. У нас 90% это армия. Вот эта армия, которая защищает Европу, которая вот это все, Зеленский ее. 90% комбригов ходят под подозрением. 100 тисяч платять не в місяць, а пропорційно часу на позиції. Я сумніваюся, що люди 100% часу знаходяться на позиції. Погоджують, що десь не надійшли виплати, які були неналежним чином оформлені. Також можемо взяти цю відповідальність на командирів, знову ж таки, що вони не донесли до солдата конкретно, за що він отримує грошове забезпечення. То якщо один день на позиції, це приблизно там 3-300 за день. Якщо він 10 днів в місяць був на позиції, то 33 тисячі гривень. 30 тисяч гривень в нас виплачується, коли людина знаходиться в зоні бойових дій, але не виконує бойові завдання. Ну, то есть нормально. И на этой разнице все, в общем-то, по этому поводу на крючке. А все спрашивают, а что там армия, ничего, какое слово не скажет никому. А что? Потому что там свои понятия, и они тоже полуваровские. Генштаб сообщает сегодня, Интерфакс Украина передает, о том, что в 26 году аудитов в боевых бригадах ВСУ не проводилось. Масштабные аудиты в бригадах вооруженных сил в этом году не проводились. Обратили внимание на распространение в сети вот это вот выводы, интерпретации о перерасходах на 300 миллиардов гривен после публикации в материалах издания Economist. То есть Economist пишет, я так понимаю, поддерживая условно аудиты Федорова, говорит, в бригадах боевых ничего не было. А если там нет контроля, если там нет аудита, ну там есть вот это, там есть крючки уголовных дел. Крючки. А что в учебных центрах происходит? Это же просто уму непостижимо. Все как учеба была, это как... Я как вспоминаю, знаете, сейчас вот, ну, там, на слуху эти бригады, про которые, чи полки, про которые мне говорить нельзя. Там 25 плюс 7 там погибло во время учений, там, да, там это. Слушайте, ну я про это говорил уже. Еще до этих всех полков славноизвестных штурмовых. Зачем куда-то там дальше? Заедьте, пожалуйста, в ДШВ-центр, Перлявка, Житомирская область, возле Житомира. Слушайте, там дети в речках, ну, я не знаю, как сейчас, просто сейчас связи у меня там, потому что тех инструкторов, которые там были, их сейчас пораскидывали по боевым бригадам, они возле боевых бригад, там прям возле РБД проводят учения. Вот. Дети в речках трупов СЗЧшников находили. Вот просто у человека не хватило сил переплыть, он утонул. Там дети находили, это правда, дети находили в речках трупы. Люди уходили в СЗЧ на этих, ну, в силу того, что не выдерживали. Люди замерзали в этом лесу. Ну, то есть, понимаете, да, то есть выйти туда, оттуда невозможно, да, там, ну, то есть, там, зато там полковник, я не знаю его фамилии до сих пор. Уже напомню, там ребята скидывали, показывали, не видели, там, где когда-то выступал против, что мою машину никогда не пускали почему-то, ну, то есть заехать, это как, ну, обоснованно, но причин каких-то не внести в список, ну, не было там, знаете, ну, то есть, но палку, там, где может они палку в колесо ставить, они обязательно ставят. То есть, это типа у них какая-то, то ли как, ну, типа, игра какая-то, ну, не как-то, я не знаю, как они себе это представляют, типа, как, ну, принципы какие-то, типа, я не знаю, что это такое. Или они показывают, нет, мы все-таки с той стороны, которая против тебя. Но скажу так, даже те, которые были на глазах у всех против, потом в личку мне писали, и каждый друг друга сдавал.
Звонили, знаете, у меня там была ситуация, когда я против них, против ДШВ, там начал говорить про то, что там... Вот это сейчас вот только, да, Лубенец вышел, Дмитрий Валерьевич, рассказал про то, что там в таких-то полках, да, там человек с туберкулезом, там, гепатитом раздает еду. Вы посмотрите, там эфиры, там я когда-то давал вашего друга, то я специально приехал был, и там человек был, у которого, я уже об этом говорил, это в этом ДШВ-центре, это не только началось, да, я к чему это говорю, что человек, у которого скапала из-за псориаза, такого псориаза, капала кровь в еду, он раздавал еду, ну, типа, ну, ничего с этим не происходило, то есть приходили, это вот с этого, почему-то, но это еще было в 25-м году, получается, в том году это все было, год назад я про это еще говорил. Там люди умирали, точно так же в этом. Люди умирали, никто с этим ничего сделать не мог. И знаете, когда там еще там вот это, мы про это уже говорили не раз, типа. Я не знаю, почему они только сейчас начали это все, знаете, делать. Я не понимаю, почему. Это всегда было. Вообще, в любую, уже если на то пошло, в любую бригаду заедьте, в любую бригаду, та, которая стоит там на нуле, вы найдете, если чуть-чуть глубже копнете. Я не то, что, я не скажу, что я за там эти полки, да, то есть я никак не встрою, что там есть какие-то проблемы, но я хотел бы сказать о том, что любую бригаду, та, которая находится там, будь это 3-я штурмовая, любая бригада, вы копните чуть-чуть глубже, и вы увидите, насколько там все тоже плачевное состояние. То есть, вот это реальность армии. Вот такая армия. В учебке ты можешь не выжить, а в ТЦК ты тоже можешь не выжить. Вон сегодня киевлянка рассказала историю. Папу поймали и побили. Представляете? Значит, Ксения Приступа рассказывает, отца избили. Мужчину, который стоял на учете, не уклонялся от службы, задержали на улице в Киеве, но не в ТЦК повезли, а в Белую Церковь. А через несколько дней он оказался в реанимации без сознания. Дочь заявляет, что в ТЦК ее отца избивали и издевались, а в больнице ему не оказывали помощь, пока не появилась жена. Мужчина пришел в себя, у него отек мозга, ушибы по всему телу, и, соответственно, чтобы там дать какие-то показания, он ничего не помнит. То есть, фактически, слава богу, что живой остался. Спасибо, что живой. Был когда-то такой фильм. И ТЦКшники, вот сегодня их приняли в Днепре. Все говорят, ничего себе, смотрите, вау, принимают ТЦКшников в Днепре. А что ж там в Днепре за такие ТЦКшники? Выяснилось, что это, сообщил Донецкий областной ТЦК, который базируется в Днепре, но он донецкий, что это мариупольские ТЦКшники, которые тоже базируются в Днепре. Ну, в эвакуации. ТЦК в эвакуации. Значит, младший сержант и, в общем, военнослужащие, другие, и солдат, сержант и солдат, им инкриминируют мошенничество, выбивание денег. Руководитель Мариупольского ТЦК и Донецкого областного решительно осуждают любые проявления коррупции и помогают правоохранителям разобраться во всем. Представляете? У нас ни Донецка, ни Мариуполя уже сколько нет. А ТЦК есть. Зачем? Ровно для этого. Ровно для вот таких вот кадров дня, как в Кривом Роге, когда загоняют мужика, он закрылся от них в биотуалете, они его, этот биотуалет перевернули, чтобы его выкурить оттуда. Ну, понятно, там все потекло, этот ужас и кошмар. Интересно, они его в свой бус потом посадили, наверное, вонючего после вот этого биотуалета. И ты ничего не можешь сделать непосредственно. Есть при Министерстве обороны такой антикоррупционный совет, да, совет общественный. Есть у него руководитель Гудименко и говорит, из-за принципиальных, скажем так, противоречий в обществе невозможно реформу мобилизации нормально сделать. Потому что большая часть общества, она не в армии, она потенциально может там оказаться, она не хочет быть мобилизованной, а солдаты, которые воюют, они жаждут замены, чтобы их заменили. Получается, одни, да, это бойцы, а вторые, их больше, это те, кто не в армии пока что. Соответственно, невозможно или за тех быть, или за тех. И этот Гудименко говорит, надо быть за кого-то одного. За кого-то одного. Вот тот же Днепр, пожалуйста. Непонятно, что это за ТЦКшники. Может, тоже какие-то донецкие эвакуированные.
Мужик снимает, он берет, забирает у него телефон, разбивает его и все. Кто ему? Куда ты потом этот телефон? Что ты потом? Кому ты что предъявишь? В полицию расскажет? Так он там полицейский есть. Он стоит. Полицейские все видят. Полицейские стоят. Нет от этих ТЦКшников спасу. Вообще никакого. А этот случай вчерашний вообще разошелся. До неба подняли прям во Львове историю с задержанием. И, внимание, ТЦКшник душил женщину. Ну, то есть задерживают мужчину, все, там крики, понятно, ужасные. Женщину пытаются оттащить. Полицейские в этом принимают непосредственное участие. Вот так вот. Вот так вот. Все, конечно, в шоке от этой истории, от этого львовского душителя ТЦКшника. Да, вот так это выглядит. Смотрите, другая женщина стоит и смотрит, как никто ему ничего не сделал. Ну так, придушил ее немножко, и все. Ну, он на работе, он выполняет работу. Он выполняет распоряжение Зеленского. Конечно, когда все увидели эти кадры, подняли вой и возмущение во Львове, вышли областные львовские ТЦКшники и сказали: все, будет служебная проверка. Лубенец нарисовался в соцсетях, говорит, ситуацию нельзя оставить без ответа. Но когда сомнения возникают по поводу законности, их должна проверка развеивать. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный направил бумаги официальные в ТЦК. Ну и делится, конечно, этой же историей этого душителя о том, что еще один случай, да, общественный резонанс, разные локации, разные действующие лица. Проблема одна. Безнаказанность рождает новые скандалы. В информационном пространстве вот это вот распространили это видео. Физическое воздействие непосредственно на женщину от ТЦКшника. Ну и полицейские, конечно, тоже включились в это. Уголовку открыли, потому что побили 26-летнюю женщину во время конфликта. По статье, которой ТЦКшнику инкриминируют, да, штраф, общественная работа до 200 часов или исправительная работа до 1 года. Вот и все. Ну и там сообщили, что, конечно, проверяют, служебная проверка, будем разбираться. А что тут разбираться? У всех есть видео, у всех есть... Ну, разбираться только кто? А вдруг это не ТЦКшник? Или чтоб не уволился задним числом? Они короли этой страны, ТЦКшники и руководители ТЦК. Вот історія з сусідньої Хмельницької області. Дружина головного ТЦКшника Хмельниччини любить дорогі аксесуари. Вона часто розгальцовує з сумкою за 100 тисяч гривень або в кросівках за понад $1000. Це би нічого, проте її коханий ТЦКшник заробляє лише $500 000 в рік. А сама жінка офіційно не працює ніде. А женщина не работает официально, там 500 тысяч он в год зарабатывает. Но какая-то странная декларация. То есть он работал раньше, этот главный хмельницкий ТЦКшник, прокурором, а потом перешел на более, видимо, хлебное место, и сразу в декларациях начали появляться суммы, наличкой, декларироваться. Лише отримує пенсію. З такими доходами дивно, що після повномасштабки у сім'ї в декларації з'явилось $80 тисяч і 10 тисяч євро готівкою. Раніше Ярослав Купчик працював у військовій прокуратурі. Проте купа готівки у декларації з'явилась після переводу на посаду в ТЦК. Ох і дивина. І таке буває. И такое бывает. Конечно, бывает. Почему нет? Бывает же и такое. А бывает и другое. Пока жена ТЦКшника шмотки покупает, нигде не работает, жена военного, ну просто душераздирающая история. Я проживаю зараз як маленька дитина. Я не їв самостійно, дружина постійно годувала. Зараз же відчуваю себе дитинкою на 12 років. Ну ладно, на 10. Якій все ж таки треба допомогти зібратись в школу, зібратись кудись піти. Значит, в ноябре 25 года
12 часов его эвакуировали. Соответственно, понятно, ну, то есть ампутация рук была неизбежна. Ну и жена его Чесно, я поддержала. очікувала побачити щось гірше. І коли побачила ампутацію рук, я така, так, він в стабільному стані, добре. Пам'ятаю, як я падаю в наркоз на стабілізаційному пункті, і пам'ятаю, як прокидаюся, вона вже поруч. Я її побачив, мені вже стало легше. Я побачив, що вона не плаче, мені ще стало легше. І взагалі я зрозумів, що далі ми з усім справимося. Це вона сідала поруч і читала мені вслух, а потім через пару тижнів кажу, ну що, почитаєш мені сьогодні? Вона каже, ні. Я собі читаю, а ти собі? Ти маєш сили на то сам роби. До речі, от читання книг – це перше, що я освоїв. Ноги Ну и читает ногами, переворачивая странички. – це доволі функціональна штука. Я можу працювати на комп'ютері, я вже можу зняти одяг, піти в душ, помитись сам, витертись, одягнутись. Да, без підтримки рідних воно набагато складніше. Ти бачиш, навіть от ця жага самостійності, можливо, була б не такою сильною, якщо б не було для кого старатися. Ну, то есть он старается плюс-минус себя обслуживать, жить для своей жены. Жена, которая его не бросила, которая подвиг, ну вот чисто по-человечески совершила подвиг, которая любит его. И жена ТЦКшника, который бывший прокурор и перешел на более хлебное место. У одних трагедия на всю жизнь. До конца жизни трагедия. У других, ну, мы видим. И нам после этого рассказывают, вот, нужно с мобилизацией решить вопрос, чтобы в тепле была Украина, и было, чтобы ментальное здоровье, вот эти три кита, на которых приходит новый премьер Корецкий, и нам вот это потом рассказывают. По поводу отношения к жене, тут встретили на опросе киевлянку, да, и она говорит, к жене хорошо относится, Усик, поэтому будет президентом. Вот так делают люди выбор. Не сильно усвідомлена в наших кандидатах, але я би голосувала за Усика. Я чула щось таке, що він хоче йти в президенти, то я би з задоволенням просто всі голоси йому віддала. Тому що він мені подобається як людина, мені подобається його відношення до дружини його. Мені здається, що це важливий показник, типу, сімейні стосунки, як людина себе позиціонує. І мені здається, що він буде саме за Україну, тому що він завжди представляв Україну. То есть он к жене хорошо работает, ну, относится, он всегда, работа у него такая, он Украину представлял, защищал, дрался, ну, значит, будет хорошим президентом. Это неистребимо. Это неистребимо. Вот такое отношение к политике. А потом все говорят, мы в Европу идем. Смотрите, пока там жена нянчится, тягается со своим мужем, который понимает, что он обуза, старается делать что-то, в Одессе мужики вот друг другу предложения делают. Ура, смотрите. Один бородатый, другой не бородатый. Такие счастливые. Смотрите, как у них все хорошо. Согласен, согласна. И давай вот это все. Ужас просто происходит. Это дурдом. Может, правда что-то надо делать с ментальным здоровьем? И нам говорят, это Европа. У Европы вообще другие заботы. Они вдруг озаботились, как показывать легкую атлетику. Значит, Вещательный союз и Европейская легкоатлетическая ассоциация запретили операторам снимать крупным планом попы спортсменок. Ну, то есть, вот так снимать можно, а вот так нельзя. Как на этом видео. Какая-то странная получается история. Попы снимать нельзя, а мужики целуются. Это ж так по-европейски. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Когда вот закончится война на фоне этого дурдома? Вот такие итоги у нас сейчас, значит, имеются. Да, давайте выведем на экран. Вот такие итоги нашего сегодняшнего голосования. 9% считают, что к концу срока Трампа, 13% в следующем году, 17% к зиме этого года, и 61% считают, что не закончится, а только будет расширяться и, в общем-то, вот так и выглядеть. Так, мне тут пишут, что Аргентина вперед, 1-1, и, в общем-то, сумасшедший гол и все дела.
Так, друзья, все спрашивают, когда следующий шум. Друзья, давайте так, ну, есть еще какие-то такие проблемы, но имеется в виду с длительным говорением, но я думаю, что потихонечку буду стараться более-менее регулярно. Всем большое спасибо за то, что сегодня присоединились, пошумели. Я вижу, что все обсуждают футбол. Ну, не знаю, играют еще, да, я так понимаю. Играют, напишите, какой счет, 1-1. Значит, Александр, если вдруг увидите это сообщение, пожалуйста, подарите минутку чуда. Сегодня день рождения у моей мамы, Светланы Григоровны. Ее сердце до сих пор живет между Белогорьем и Малой Токмачкой. Да, так не хватает чуда. Ну, это сердце не то, которое с кластерами европейскими, правда? Привет маме, большой, и поздравления, конечно, с днем рождения. И самое главное пожелание, чтобы все это наконец-то закончилось. Да, только что сравняли, говорят, ну, значит, сравняли Англия, Аргентина, я вижу чат весь за Аргентину, хотя на Аргентину тоже очень много говорят, их там тянут, это все несправедливо. Но болеть за Англию, родоначальницу футбола на фоне текущей политической ситуации, как вы понимаете, дело, ну, очень неблагодарное. Всем большое спасибо, друзья, за то, что побывали на сегодняшнем шуме. Добра и света, и мое традиционное.